И снова всем приветик. Солнечный, солнечный, да, солнечный. У нас продолжается хмурая, холодная погода. Но не на душе. Только за окном. А в доме солнышко. На душе счастливое солнышко. Покажу вам это платье. Сейчас вот вставлю сюда и покажу вам это платье. И я его меряю. И несколько видов джинсовых курточек. Просто помодничаем немножко. Покажу вам. Так, немножко побаловаться. Съемку сделала, когда я покупала вот этот вот крем L'Occitane. Кстати, начала уже его использовать, уже его открыла, уже полным ходом им пользуюсь. Хотя у меня еще есть вот этот вот мой Darphin. И здесь еще осталось, может быть, так, прилично. Как, может быть, еще мне хватило там на несколько дней, но уже не удержалась, открыла этот, а этот пустила на шею. Этим уже начала пользоваться. И я сделала маленькую съемочку, тоже вам ее вставлю, покажу, как я приехала в магазин. Сама атмосфера всех магазинов. Вот покажу, там немножко что-то засняла. Тоже вам вставлю.
Начала уже им пользоваться. Очень довольна. И посмотрела, очень довольна, приятный, шелковистый, достаточно легкий и достаточно жирности и достаточно влажности. То есть вот, ну, по теме, по погоде точно очень приятный. Вот уже начала пользоваться кремом и посмотрела свой ресит, ну, этот билл, чек, который она мне дала. И там в чеке написано, что в течение 2 недель, если вам не понравится, если вам не работает, если какие-то там аллергии или что-то, то вы можете его принести назад, мы его заберем. И даже, по-моему, не 2 недели, а, по-моему, они дали месяц. Ну, то есть какой-то большой срок, я еще так удивилась. Или 45 дней. Вот не помню, ну, остался у меня билл, что если вам не понравится, то вы можете принести назад. И мы у вас заберем и, естественно, вернем все вложенные средства. Так что вот такой потрясающий сервис. Ну, вот съемочку вам показала. Что еще? Ну, собрались такие хорошие вопросы, на которые так слова 2 не напишешь. Просто хотела немножко и просто с вами увидеться, и на вопросы какие-то ответить. Спасибо огромное, Розана. Вы очень теплая. Вы ответили на мой вопрос. Буду думать над этим. До меня дошло. Умница. Умница. Вы, ну, во-первых, что вы написали, что вы услышали, что я вам сказала. Вы поймали, вы поработаете, вы поймали, и вы поняли, о чем этот разговор. Просто умница. И еще и обратную связь дали, что вы все поняли. Но это возьмет время, чтобы над вашим кейсом, над вашей темой проработать. Вы на правильном пути. У вас все получится. Розаночка, вы мой наркотик. Я вас люблю. Счастья, счастья, счастья. Отвечу вам на вашем языке. Эвхаристо. И вы поняли, что я вам сказала. Эвхаристо. Розана, у меня от упражнения, вот этот вот хорошо хотела зачитать. У меня от упражнения закончился диффузный стеатоз печени. Вот так. Это сказали мне на УЗИ очень квалифицированный врач. Теперь только остались маленькие очаги. Маленькие. Общее заключение без вторичных патологий. Вот представляете? Упражнение. Вот представляете, что такое упражнение? Вы знаете, настолько все в жизни просто, даже в здоровье. Во-первых, спасибо, что написали. Во-вторых, вы умница, что вы стали делать, и вы увидели такой результат, и посмотрите, какой потрясающий результат. Вот смотрите, когда я начинала, что я спасала свое плечо. Но до этого по каким только врачам я не ходила, потому что лопатка просаживалась, и мне постоянно казалось, что оно как-то отдавало вот сюда. Мне казалось что-то под ребром, мне казалось, что сердце, мне казалось, что вот это проходило на спине, у меня все признаки были, вот здесь было некомфортно. Это потом, я вам рассказывала, внешне видно не было, внешне не было заметно. Я даже не настолько там сутулилась или еще, не было заметно внешне. Это проходило. Потом ребро, я вам говорила, что ребро вылезло, но тоже не настолько вылезло, но вылезло прилично.
Это я уже в последний момент, когда я заметила. По каким только врачам. Спина, копчик, я вам говорила, садилась в машину, я места себе найти не могла. Какую позицию сесть, чтобы ехать невозможно было. Каким только специалистом я не ходила. А всего-навсего, какой нужен был специалист? Никакой. Никакой. А мне выписывали мази, мне выписывали таблетки, мне выписывали гормональные какие-то. Что только я не пила. Какие мази только не испробовала. Потому что этот процесс шел давно. Вот представляете, как все просто, как все просто. Поднимать руки. И вот эти все наши органы, которые просаживаются, искривляются, там что-то. Представляете, все друг на друга давят. И вот такой вот делают, вот такой дискомфорт себе. Так что спасибо, умница, спасибо, что написали. Ну, конечно, потрясающий результат. Розанна, от ваших упражнений кишечник заработал. Конечно! А если когда покушаешь, минут 10 прошло, сразу встал. Во-первых, ты не поправляешься. Во-вторых, конечно, кишечник работает. Конечно, работает. По 2, по 3 раза в день будет работать хорошо. От упражнения. Розанна, какой состав у ваших платьев? Вы знаете, есть платье у меня из вельвета, микро вельвет. Есть у меня платье из катона очень много, из трикотажа, трикотаж такой качественный, хороший такой, мягкий, но плотненький такой трикотаж. Из кашемира у меня есть вещи и есть из шерсти. Но вот то, что я делала из кашемира и из шерсти, я практически их не ношу. У меня такие есть хорошенькие вещи. А нет сезона. Либо у нас, вот знаете, холодно, и это некомфортно, хочется прям свитерок вот так одеть и надеть что-то такое потеплее. Либо сразу раз и тепло. Как-то вот межсезонья не бывает. И поэтому я перестала покупать шерсть и кашемировые, чтобы шить. Перестала покупать. Микровельвет у меня есть, наверное, у меня есть, и вы видели, у меня такое в клетку есть одно платье. Тоже не успеваю его особо как-то носить, но в основном катон и трикотаж. Вот это вот все мои платья. Ну что, мои хорошие, сегодня так, мы сегодня просто с вами встретились, друг другу послать приятные лучики солнца, послать хорошее настроение. И, конечно, спасибо вам. Да, кстати, 100 тысяч у меня уже на канале. Я сегодня посмотрела 100 тысяч. Ну, а сразу еще не дают кнопку. Я помню, я когда на другом, на своем канале, когда у меня было, наверное, уже 110 тысяч, тогда мне кнопку прислали. Но прислали очень быстро. Поэтому сразу еще, конечно, не дадут, но как только дадут, я сделаю съемку, как я получила, как я достаю, и мы с вами как-то это дело отметим. Так что да, уже 100 тысяч моему каналу 2,5 года. Когда я его открывала, этот канал, который здесь, я его открыла первый. Даже себе представить не могла, что будет 100 тысяч. Даже представить, что так быстро, это довольно-таки быстро. Ну, и представить себе не могла, и никаких таких, планов не было. Просто хотелось, первое, что хотелось, это хотелось поделиться этим упражнением, от которого я сама получила вот такой потрясающий эффект. И диета, которая очень хорошо сработала. Многие написали, что, Розанна, я пробовала разные методы похудеть, но вот попробую ваш метод, получится или нет. Пробуйте, сокращайте пищу. Вот сейчас моя какая у меня, что вы думаете, я сейчас не на диете? Постоянно. Все
Ну вот лет 9 уже я на диете, бесконечной диете. Я постоянно этот процесс контролирую. А сейчас у меня очень большое расстояние. Всегда было большое расстояние между последним приемом пищи. И так оно и держится. То есть у меня получается интервальное голодание. Я заканчиваю в 2 часа, иногда в 3 часа, и иногда в час дня заканчиваю. Но я действительно и кушать не хочу. Но если я хочу, я что-то съем. То есть не так уже строго, что я там в рот не возьму. Если что-то хочу, то я, если прям захочу, то я съем. Но в основном не хочу, и мне вот это большое такое расстояние между приемом пищи мне хватает. Ну, в общем, всем вам спасибо. Спасибо за поддержку. А все как песенку подхватили. Кто-то пишет: Рузана, с внуками пою песенку. Счастье, счастье, счастье. Радость, радость, радость. Ну, кто-то написал: Рузана, слово прелесть не очень, как-то так не очень звучит. Ну, давайте его поменяем. Счастье, счастье, счастье. Радость, радость, радость. Чудо, чудо, чудо. И любовь. А как без любви? Любовь обязательно. Все, всех вас обнимаю. Спасибо за лайки, спасибо за поддержку. И до следующих встреч.